Так перемещаемся в 1981 год. Да. После Олимпиады. Ну, после Олимпиады, как я получаю звание гроссмейстера, и там рейтинг уже уходит за 2600. Все, уже как бы уже стабильно первая десятка. Взята очередная высота, вот, ну и впереди уже замаячили контуры претендентского цикла. Появляется перспектива, на самом деле, попасть в межзональный, минуя советский отбор. Я не помню, когда это решение будет принято, но места по рейтингу появляются. И понятно, что если это сохранится, то значит, как бы у меня будет такая возможность по рейтингу попасть, избегая советского отбора. Ну, я все равно мог бы выйти, но тем не менее желательно лишнюю ступень отбора все-таки избежать. Но пока как бы вот следующим испытанием будет вот этот турнир 4 команд, посвященный там 26-му съезду КПСС. Решили провести двухкруговой турнир 4 сборных. Первая сборная, как бы вторая сборная, ветераны и молодежь. Вот. То есть такой смотр советских шахмат. Там, просто вот всех как бы, там, ветеранов, как Давид Иванович Бронштейн, то там да, вот на молодежной команде, вот, в которой я был самым молодым. Внутри нашей команды молодежной на сборе в Новогорске встает вопрос, а в каком порядке будут сидеть шахматисты значит, по доскам. Ну, как-то мне казалось естественно. У меня самый высокий рейтинг, я играл в сборной СССР, как бы вообще-то моя первая доска. Ну, Сахис чемпион СССР. Вот, как бы. У Артура тоже свои есть, как бы, аргументы, значит, да. И, как я понимаю, начинается интрига. Вот. Но более того, как бы, в этой интриге есть определенный заказчик, потому что Карпову не очень хочется со мной играть на первой доске. И, соответственно, там какие-то вибрации спорткомитета, они доносятся до Новогорска, и начинается разговор о том, как это все делать, значит, как решить вопрос. Надо голосовать, если там команду расставить по доскам, то есть перспектива, там, как мы говорим, все-таки это Артур, это Сережа Долматов, это Лева Псахис, а как бы 3 человека, голосующие вместе, то если меня отодвигать по доскам там вниз, то не исключено, что там суммарно там Лева окажется на первой доске, например. Но слово последнее за Буховским и Токмаковым. Они тренеры молодежной сборной. Конечно, они ничего не говорят, но им очень хочется, чтобы я сыграл матч. Сыграл 2 партии с Карповым. И они принимают решение в последний момент, что да нет, не будем за всю команду, мы будем голосовать по доскам. Кому играть на первой доске? И выясняется, что там голосов там не хватит. Их 3, а с этой стороны голосов больше, потому что остальная часть сборной, там, я не помню, кто был, там и Сумбат Лапутян, и Михальчишин, и Саша Кочиев голосуют однозначно. Им так, что первый, Каспаров. И голосование, по-моему, заканчивается там 5-2-1. 5 за меня, 2 за Артура и 1 за Псахиса. Вот. Помню, когда открыли, значит, голосование, Лева посмотрел, хоть один, говорит, за Псахиса. Хоть один за меня сказал. Так грустно сказал Лева. Ну и дальше вот предстоит такое испытание. Первые 2 партии с Карповым. Возможность отличиться на смотре войск там, советских шахматов всех поколений. В первом туре мы играем со 2 командой. Я играю с Романишиным. Партию я выиграю. Очень, очень содержательная партия. Ее можно отдельно будет привести. Вот, значит, такой хороший старт. А во 2 туре играл я с Василием Васильевичем. 2 из 2. И партия с Карповым. Первая партия. С чемпионом мира. Ну, был уже, наверное, уверен в себе, да? Или все-таки партия с чемпионом мира, событие все-таки. Чемпион мира. Ну, и, очевидно, на тот момент абсолютно сильнейший шахматист мира, да, все-таки, да. Значит, да, ну, тем не менее, как бы, исторический оптимизм никогда меня не покидал. Мы готовимся к партии с Никитиным. Начали смотреть вот в этом варианте Зайцева с А2-4, то, что я потом буду играть. В общем, очень примитивный анализ, очень примитивный еще на тот момент. Но, Они примитивные по современным меркам или примитивные по тем меркам? По тем меркам, наверное, вы хорошо работали. По современным меркам, естественно. Не, по современным понятно. Не, конечно. По тем... я только такой примитивный, все-таки предварительный, потому что, понятно, еще какие-то идеи складывались, то есть там многие вещи, как говорится, были просто, еще
непонятное до конца. То есть, потому что даже как я играл вот в 82 году, например, вот там с тем же Белявским, эту систему с А4. То есть, это будет это процесс на самом деле. Вот уже понятно, что там к матчу с Карповым в 90-м году, когда мы будем играть эту табию, все-таки, ну и даже в 86-м году, в общем, там уже будет совершенно другой качественный уровень подготовки и вообще понимания позиции. Но ты правильно говоришь, что 80-й год, 81-й год, на самом деле. Все только начинает складываться. Поэтому на тот момент это все-таки там, шаг вперед делается. Вот, значит. Я пошел Е4, но Карпов решил, что лучше не ввязываться в дуэли. Меня удивил немножко этот выбор, потому что казалось как-то, все-таки русская партия. Вот. Хотя он с этого момента, как мне кажется, начинает приглядываться к русской партии. Каршвей, кстати, с ним будет играть в Мирано. Будет одна партия будет русская партия. И интересно, что... Черными, да. И Карпов, мне кажется, некоторые вот идеи из этой партии, они как бы у него отложатся, на самом деле. Не знаю, почему, но решил просто посмотреть, что я буду, может быть, делать. Я побил на Е5, значит. Вот так. Тогда это тоже все довольно быстро. Слон d3 складывал. Слон d3, конь c6, рокировка. Слон e7, ладья e1, и он пошел слон f5. Да. Вот. Опять только складывалась теория этого варианта, в принципе, сейчас. Ну, то сейчас, конечно, надо c4 ходить, как бы, да, вот. А на конь b4 слон f1, так, кстати, Карпов так с Портышем будет играть сам. Я так посмотрел. Конечно, c4 хочется сыграть, но все-таки думаю, нет, надо играть покрепше. Во-первых, у меня все-таки 2 из 2, потом маленький, может, какой-то плюсик будет у меня все-таки. Хотелось сыграть покрепче. Ну, не типичный для меня ход, но все-таки первая партия с Карповым. d2, значит, он, соответственно, бьет на d2, ферзь d2, слон d3, ферзь d3, рокировка. И c3 здесь, да, если не ошибаюсь? Да. c3. Ну, белых микроскопический перевес, ну, симметричная позиция. В общем, ничья, конечно. Но, на самом деле, события только начинаются. Ферзь d7, пошел он до Карпова здесь. Слон f4. Ладья какая? А8. Или А6. А6 он сыграл, да, А6. Да, такая профилактика Карповская, чтобы ферзь b5 не прыгал. Не знаю, насколько она нужна. Ладья Е3. Да? Ладья Е3. Ладья Е8. Ладья Е1. Вот белые выстроились так красиво, в принципе, значит. Ну, по большому счету, на самом деле, все равно как бы конфликта немного. Слон d8, да, он пошел? Да. Слон d8. Ну, правильно. Да, пока. H3, да, я сыграл? Да. H2, H3. Значит, ладья Е3. Да, ладья Е3, ладья Е3. Е3. Ну, тут на ладья Е8, тут, может быть, ферзь f5 можно пойти, немножко там, это самое, чуть-чуть потрепать черных. Вот. Заставить, значит, ладья Е6 пойти. Вот. Ну, Карпов считает, что с ним нужды никакой нет, он против f6 ходит здесь. Как бы. Дальше ладья F7, ладья, то есть, ну, ладья E8 сейчас пойти, в принципе. Как-то. Ну, ладья F7, ладья E7, например. И я тут начинаю задумывать идею, как бы, значит, вот, чувствую, что здесь есть перспективы какие-то, связанные с давлением, может быть, на пешку D5, коня. Ну, коня активизировать надо. Конь D2. Здесь ладья E2. Ладья E2 пошел. А сначала ладья E2 сыграл, да. Сначала ладья E2. Вот, да. Он пошел здесь, конь E7. Кого он пошел здесь? Он пошел... Ладья F7, да, конь D2, да? Конь D2, да. Конь D2, да. Конь D2, да. И вот здесь, да. И здесь, значит, проблема, если ладья E7 он играет, ладья E7, тогда я могу пойти, по-моему, конь B3 здесь, да, если не ошибаюсь. Да, конь B3. Вот тогда неприятный ход конь B3. Да, да. Тогда конь B3 неприятный ход, взял на E2 ферзь E2, слон E7 и ферзь G4. Ну, у черных явный дискомфорт. Потому что размен взял, пешка Т7 висит, надо слон d6 будет ходить, там еще слабости вообще. Ну, в общем, позиция не такая... Не в карповском стиле. Да, ну, как раз карповскому в белом предпочел бы играть. Да. Вот. То есть, неожиданно для него я начинаю играть вот такую позицию, совсем простую, как бы, ну, давлю сюда, в общем, дискомфорт, явный дискомфорт. Значит, он пошел здесь, слон Е7. Но теперь конь меняет маршрут, конь F1. Пешка-то здесь. Здесь Карпов... ошибается, по-моему. Да, вот здесь он сыграл слон F8, да? Или... Нет, слон F8 правильный. Вот правильно. Правильный, да. А вот... Вот здесь ферзь F3 тоже. Ферзь F3. На прицел, да? Да. И вот здесь ладья E7, да? Ладья E7 ошибка, да. Вот здесь ладья E7 ошибка. Надо было конем уходить, да? Конь D8, да?
или конь Е7? Надо было начать, да, с конь d8, конь e36. Вот так, Да. да. Ну, надо было укрепить пешку вот здесь, да. То есть все равно как бы позиция, ну, все на грани. Ну, это ход был естественно, все-таки закрепиться здесь как бы. И еще, в общем, конечно, минимальные возможности. Но там белые где-то должны пытаться проводить, ну, b34 будет. То, что Карпов будет, конь e3, b34. Он так будет с Корчным потом играть. Ну, скорее всего, там ничего белых не должно быть. А после ладья e7 возникает проблема. Ладья e7, конь e3, Карпов взевает, конь d8, слон бьет c7. Слон бьет c7, тактика. ферзь бьет c7. То есть, ну, этот ход я как понимал, что это надо делать, потому что только так можно играть на победу. Ферзь c7, Да. конь взял d5. Но здесь у черных довольно такой непростой выбор. То есть, значит, надо решить ему, что делать. Или играть, как он сыграл с ферзями, или попробовать побить на e2, конь c7, король h2, ну, то есть шах на e1, Да. слон d6, g3, слон бьет c7. Но на самом деле здесь как бы здесь позиция белой пешки очень быстро будет двигаться. И, в общем, черные фигуры плохо скоординированы. Такое ощущение, что оценка позиции тут явно в пользу белых. Ну, опять, сама борьба, потому что у черных в конце концов, нормальный материал все-таки. Как бы, там, я не помню, как там мы оценивали позицию эту. Ферзя можно, я не знаю, может, на c8 ферзя перебросить здесь. Да, не, правильно, правильно все говорите, да. c4 или ферзь d5 шах, я не помню. c4. c4 здесь, да? Вот, ну, в общем, так видно по весу, что координация плохая здесь. Карпов это понял, как, ну, естественно, в общем, оценил правильно ситуацию, и он предпочитает играть позицию, значит, ферзь d6, ферзь d6, да, или ферзь d7? Ферзь d6. Так, это у нас что, в смысле? Ферзь d6, да. Ферзь d6, конь e7, слон e7. Ну, вот здесь я вот смотрю на позицию, чувствую, ферзь e4, я, по-моему, пошел. Да. Здесь ферзь e4, ну, это правильный ход. Слон f8. Чувствую, что очень перспективно. Вообще. И, конечно, делаю... Ну, выбираю неправильный план. На самом деле, пешки надо двигать. Центральные пешки надо двигать вообще. Я думаю, после c4 было бы очень трудно черным. Важно, чтобы просто двигать эти пешки. И тут мне почему-то кажется, какая странная идея. Я решил совершенно бессмысленная вещь, потому что зачем надо вообще было делать? Вот, ну, 5 опыта не было. Все-таки партия с чемпионом мира. Я начинаю... Ферзь e8, да. Я начинаю какие-то вот... Ну, вообще сама идея захвата здесь. Ну, Карпов, кстати, он очень хорошо перестраивается. G6. А4, что ли, Да, пошел? А4. Ну, совершенно... Король G7. А5 там был. b4. Б4. В общем, не туда, потому что надо... Проходные-то вот они, да. Вот проходные. Ну, куда? Конь F7. Не, он ферзь c7, кстати. Ферзь C7. Продолжает меня, кстати, ограничивать. Ладья Е3, да, по-моему? Да. Конь И F7. конь F7. Ну, черные явно добились результатов каких-то. То есть, посмотри. Конь сейчас начинает переходить. Все это, то есть, удивительно плохо. Я сейчас смотрю, конечно, как так можно было плохо играть. Вот. Что, пошел ферзь Е6 обратно, что ли? Да. Ферзь Е6 обратно. Конь H6, да, пошел? Ферзь d8. Ферзь d8. Ну, что, продолжает здесь. Вот. А ну да, чтобы поле d5. Поле d5 отнимать. Это очень хорошо. Знаешь, отнимать поля все время у меня какие-то. Вот. Ну, тут вообще надо было, наверное, уже ничего форсировать. Ферзь e8 пытаться. Я сыграл. И опять пошел, да, здесь? Да. Опять конь. H5, не H5. H5, вот, H5 пошел, H5, да. Король F1, да? Ферзь, нет, король F1 потом. Ферзь Ферзь E4, E4, ферзь D7, ферзь D7, да, ферзь E6, ферзь D8, ферзь D8. повторили. Да. И король F1. Король F1. Ну, идея, когда я, видимо, короля хотел перебросить сюда вообще, но на самом деле непонятно. А зачем надо будет пешки туда двигать, я сейчас пытаюсь понять. Хотел перевести, мог перевести короля сюда, пешка. В чем смысл был вот этого ослабления всего? Король F1, вот здесь он точно конь H6 пошел. Да. Потом грозит теперь конь F5. Поэтому уже 4 пришлось И уже играть. 4 просто. Значит, вот взял и пошел обратно, да? Да. Король Е2, что ли, Да. пошел? Конь G5. Ферзь B6, да? Да. Ферзь D7. Король D3, да? Слон D6. Да.
Король c2. Перевели короля туда Короля перевел сюда. Ну, всё так. и предложил ничью. Да, предложил ничью, Карпов подумал. Интересно, что здесь это уже 41-й ход же. Да. Карпов, Можно было отложить, да? Вот, мог отложить. Почему-то не отложил партию. Не хотел уже мучиться, связываться. Трудно сказать. Тоже, наверное, тут переживал, позицию-то оценивал. Вот интересно, вот на самом деле, потому что мог бы отложить, посмотреть, учитывая, что там, как бы, им было с кем поработать. Не решился, видишь? То есть, видимо, был большой дискомфорт. Испытал, да. Да. По ходу партии. Хотя позиция явно улучшилась. Черный просто хорошо стоит, у белых куча слабостей, ферзь какой-то полезный оказался. Вот. Ну, как усилять позицию, не ясно. Но он... А дальше, значит, в принципе, в четвертом туре я проиграю Романишину. Довольно бездарную партию. Вот, как-то, вот. Ну, потом зато отыграюсь с Василием Васильевичем, как бы вот, уже выиграл вторую партию у него, там довольно легко белыми. Вот. И перед последним туром у меня, значит, будет +2, а у Карпа +1. Там он выиграл у Романишина. Он играет белыми, ему надо будет выигрывать, будет вот ежик снова. Ну, в общем, не получится у Карпова ничего. Как бы, такая партия, причем как бы, вот, видно, старался очень. Но интересные были осложнения, даже получились в какой-то момент. Такая, причем, вроде бы позиция такая карповская, там, давил. В общем, я довольно уверенно устаю, причем мне даже покажется, что я уже перехватываю в какой-то момент, но, в общем, это будет иллюзия, на самом деле. Вот. И вторая ничья. Вот. Я помню потом, как бы, Севастьянов сказал, что шахматный диалог, которого мы так давно ждали, состоялся. Красиво. Диалог. Мог бы добавить, как бы, ждали, но делали все, чтобы Не состоялся. Да. Но вот после этого уже как бы возникает понимание того, что матч 1984 года становится реальностью. И желательно, чтобы этого матча не было, потому что исход его совершенно не прогнозируем. И вот то, что ты сказал, Никита, повеяло холодом из Москвы, в общем. В чем это выражалось? Начинает выстраиваться концепция. Это, по возможности надо, конечно, не допустить того, чтобы я вышел на матч. Другое дело, что в 1981 году решение принимается по рейтингам. Значит, я сразу попадаю в межзональный. Межзональный. По-моему, летом был. Мы были на сборе студенческого первенства мира в Эстонии. Наша молодежная сборная была, студенческая сборная. И пришло сообщение, даже помню, вот я как бы вздохнул с облегчением, что ФИДЕ принял решение о том, что, значит, по рейтингу попадают, ну, естественно, его самый высокий рейтинг был среди тех, кого пустили туда. Естественно, я квалифицировался. Но до этого еще будет московский международный турнир. Значит, 1981 год. Это мой первый супертурнир. Вот, в нем как бы играет Карпов тоже. Ну, играют все как бы ведущие советские шахматисты. У меня возможность уже отличиться в индивидуальном турнире. Гарри Каспаров. За короткий срок это имя стало известно всему шахматному миру. Во время московского международного турнира гроссмейстеров юному шахматисту из Баку исполнилось 18 лет. Вместе с тренерами Бакинцем, Шакировым и москвичом Никитиным много времени и сил отдал Каспаров подготовке к турниру гроссмейстера, первому в его жизни соревнованию с такими грозными соперниками, как Анатолий Карпов, голландец Ян Тиман, венгр Лаеш Портиш, Лев Полугаевский, Тигран Петросян. Мы проводим тогда вот большой полноценный сбор. Помню, вот с Никитиным и Шакаровым начинаем как бы анализировать. Там, какие-то много смотрели новоиндийскую, я помню, там всякие сицилианские, то есть какие-то. Ну, в общем, начинаем по-настоящему смотреть как бы уже там, разные дебюты. Когда говорю по-настоящему, просто уже пытаемся как бы все время там, выйти на новый уровень. Ну, в московском турнире как бы проходных партий уже нету. Тут это, и это индивидуальный турнир, в отличие от матча четырех сборных. Жребий так выпадает, что в последнем туре я играю с Карповым белыми. Совершенно понятно, что как бы Карпову нужно иметь 1,5 очка запаса перед последним туром. Это совершенно очевидно. К сожалению, так и получится, в общем-то. Но в этом плане, как говорится, я сам виноват, потому что Карпов начинает там
+2 выигрывает у Геллера и Балашова. Геллер получает последний момент, он заменяет Майлса. Довольно легко выигрывает. В общем, можно было ожидать этого. Вот. Хотя, конечно, уровень сопротивляемости в этих партиях черных, играющих черным был явно недостаточно. Так дипломатично скажем. А у меня вот хорошая партия. Первая партия с Белявским. Вот, староиндийская. Очень сложная. Я там жертвую качеством в дебюте. Долго думал. Белявский, вот, интересно, вот у него вроде так, как бы он уверенно играет, какие-то позиции, отработанные. А здесь возникает ситуация, когда надо нестандартные решения принимать. И ему сложно и он явно не справляется. Я выигрываю партию, значит, у Белявского во втором туре. Партия с Георгиевым. Вот это болезнь уже, с которой трудно избавиться. И, значит, я играю, позиционная игра, так хорошо переигрываю его, и возникает эндшпиль. Я не могу точно вспомнить, какая позиция. Ее у нас нету, да? Я не уверен, что есть партия просто. Я могу примерно сказать, в общем, какая-то позиция. Значит, я не знаю, здесь она как-то, может быть, так стоит. В общем. Я ее восстановлю. Там, Да, вот, главное, конструкция будет вот такая вот, в принципе. Вот, как бы конструкция будет вот такая вот. Вот. Примерно вот такая конструкция. Я белыми играю, да, конструкция такая. И вот в этой... Где-то король у меня, может быть, здесь может быть, король стоял. Здесь стоит вот такая позиция. Я в этой позиции бью на g6. Там времени остается довольно мало, я бью на g6. Естественно, король выскакивает из угла. Значит, причем у меня все равно перевес еще. У нас же потом пошел h5. Все равно у белых лучше. Партию можно было, кстати, отложить. Интересно, что я даже этого не сделал. Там что-то я как-то расстроился. А потом как бы выясняется, анализ подтверждает, что вообще-то если оставить пешку здесь, то дальше просто на движение на фланге решает. Потом даже там размен ладей. В общем, позиция проигранная. Король переходит в центр. Черным реально нечего делать, потому что на самом деле они активизироваться никак не могут. Вот. А белые просто подводятся в центр, двигают пешки. Даже, я говорю, в какой-то момент меняет ладьи. Пешка на 6 слабо остается. То есть сохранить эту пешку, и, в общем, и все было по-другому. Вот. Ничья в третьем туре с Портишем. Очень интересная партия. Тяжелая партия, потому что первый с Портишем играю, черными. Там, Бенони. Вот. Но нашел красивую ничью там. В общем, там всю партию там как-то изворачивался. В четвертом туре выиграл у Торрес. Стал +2. Такая ситуация. +2, вот как бы, да. А потом какая-то там ничья, по-моему, у меня идет. И в шестом туре, по-моему, играю с Андерсоном. Откладываю позицию. Значит, там, вот этот был Немцович, который такой же, какой был с Чомом. Я ставлю слон на Е3, и Андерсон там в какой-то момент жертвует качество. Просто отдает ладью за слона, но зато поле Е5 крепко, черные поля. Вот. И я как-то очень, опять нетипичная для меня манера, так я как-то очень удачно перекручиваюсь, в общем, и партия откладывается, у меня лишнее качество, качество осталось, и, в общем, позиция объективно выиграна. Другое дело, что потом Ульф там будет чудеса изобретательности демонстрировать, но позиция объективно выигранная. То есть у меня там уже +2, там, +3, там, где-то маячит. И вот эта партия с Петросяном, 8-й тур. Это 8-й тур как раз, да. Значит, у меня к этому моменту +2. Нам где-то с несчастным словом была короткая. По жребию в этот день Каспаров играл с Василием Смысловым, недавно отпраздновавшим свое 60-летие. Интересная партия старейшего и самого молодого участника турнира завершилась в ничью. В уме +3. Ну и, в общем, идем. Я думаю, Карпов испытывает дискомфорт. Он, правда, лидирует в турнире, он там выигрывает партии свои. Но, тем не менее, ситуация напряженная. С Петросяном будет тоже новоиндийская система Петросяна. Тигран Петросян. Экс-чемпион мира оказался самым строгим экзаменатором. Пошел G6.
Е4, Мгм. Е4, Конь c6. конь С6, слон H6, Мгм. ладья Е8, ладья ФД1, Да, правильно. ферзь С7, ферзь Е2, ладья ЕД8, ферзь Е3, Е6, Е5. Да. Ну, вот здесь я вот это долго пытался понять, что вот слон С4, можно ли там как что-то натворить такое, но ничего не получалось. Не получалось. В итоге сыграл d5, конь А5, С4. Ну, не хочу сам С4 допускать, в принципе. Но, с другой стороны, теперь черный конь на d4 может перейти, значит, в принципе. Ну, естественно, ходит конь b3, ладья А2. Но я считаю, что рано или поздно, все равно после этого размена, у меня будет возможность атаковать на королевском фланге, там, с F4 проводить. Ну, F6 такой, профилактический ход, готовится конь d4, я H4. Я тоже готовлюсь к наступлению своему. Слон c8. Ну, теперь надо коня прогонять, чтобы слон g4 не пошел. Ладья p1, конь d4 взял, cd, и ферзь g3. Вот, то есть мы готовы к наступлению теперь здесь. Вот, значит, слон f8, слон d2. Ну, мне очень нравилась моя позиция, вот, хотя просто много времени отдал. Вот. Но, тем не менее, я считал, что здесь возможность атакующая разнообразная. Значит, Слон d6. Слон d6, ладья f1. Вот, ферзь g7. Ну, вот здесь, конечно, ход, не знаю, насколько он лучше. Значит, А4 грозит опять, как бы, вот, и поэтому черные, скорее всего, должны ходить сами А7, А5. Но тогда, значит, мне удастся, значит, заставить черного слона уйти с d6, вот, и атаковать здесь можно будет. Но при этом пешка А4, как говорится, становится уязвимой. Но мне казалось, что там пешку пожертвовать что здесь, зато будет атака с той стороны создана. Петросян, конечно, ходит опять здесь, как бы, каждый из нас занят своим планом. Ладья b2, слон c5, f4. Слон d7, и тут я хожу h5. Вот. Ну, тут, наверное, тоже были возможности f6, слон g5, как бы, вот. Но опять h5 все-таки правильно. Надо. Пешка должна до h6 дойти, чтобы усилиться. Слон beta4, h6. Как нас учит Альфа-Зиро. Да. f5. Пока все очень энергично. f5. Ну, f тоже была возможность такая. Тоже был, наверное... Здесь имел смысл взять и слон g5. Но f5 мне казалось самое энергичное. g5, слон g5. Вот. Ну, ход король f7 был правильным, но как бы, ну, так, черным так жалко играть. Как бы, потому что, ну, хотя, на самом деле, позиция была бы более устойчивой все-таки. Ну, и черным была бы своя контр-игра, по крайней мере, не форсированный вариант. Петросян побил, и вот здесь... Фу. Я смотрю на позицию, думаю, как можно такой шах поводать здесь? Ну, цейтнот, я думаю, страшно. Цейтнот, да, безусловно, но все равно ходить... 3 минуты. Вот Ход за 3 минуты сделал. Но... Ну, ход ходить со мной до f6 здесь. Ну, понятно, что f6, после ферзя f7 просто можно забирать здесь. И дальше просто лавина белых пешек пойдет. Там ладья e8, по-моему, как-то здесь, да? Подавляющий. Ферзь g5. По-моему, да? Или ферзь f4. Много вариантов. Или ферзь f5, ферзь g6. Или... Ладья b6, ферзь h6. Да, тут уже такие варианты. Ферзь g6, ладья b6, да? Тоже много. На ладья e8 ферзь f4 просто может пойти, или ферзь g5, я не знаю. Ну, даже без вариантов, по ощущению. Да, почти видно. Армада идет. Да, просто. эти здесь как бы... Ну да, то есть все как бы... Ну вот f6, вот там были какие-то красивые варианты, потом анализировали. В общем, ну, в общем, ферзь f6 пошел, и после король e8 захлебывается. Не на что напасть. Ну, даже. просто убил все себе сразу. Просто все. Дальше. Ладья 1. Ладья, да, вот, так вот. Идея же у меня была в чем? Ладья 1 сыграть. Ладья 1, я же помню, сыграл так, и слона выигрываю теперь. Ну, Да. Бартаныч, ферзь Е7. Не имеет значения. Ферзь Е7, да, ну, все правильно. Теперь просто размен. Ну, так и надо было играть, но тогда черный забирает пешку H6 и имеет... И уже явный перевес проходная здесь. То есть, на самом деле, ну, объективно проигранный эндшпиль. Вот. Блестящий ход, да? Ферзь Е7 сюда. Ну, как бы, да, психологически, да, просто. Ну, нельзя отвлекаться, на самом деле. Понимаешь, вот как бы вот это... нарушил свои же правила. То есть вместо атаки здесь ферзь Е7, но тут я уже не захотел этот проходишь, пошел ферзь Е6. Вот. Ну, ладья d6. Ладья d6, ферзь g8, ферзь f8, ферзь g3, ферзь h6, ладья a4, и здесь ферзь c1 шаг. Сдался. Вообще жуткая партия. Да, ну вот ощущения, наверное, были страшные такие. Да, ощущения. Тут уже у меня, тут я там, плюс 4 рисовал себе. Да. А тут проигрываешь партию, значит, я
возвращаю себе, значит, как бы в +1. Хотя Каспаров имел шансы на победу, он все же проиграл. Поражение всегда удар для шахматиста. И в то же время это хорошая проверка его стойкости, нервов. И еще не выиграл у Андерсона, предоигрывал. Там действительно как бы там просто чудеса, просто качество. Потом еще качество спешка у меня было, но он построил какие-то крепости. В общем, боролся там, я не знаю, как-то 80 ходов или сколько-то. Но, в общем, ничья. И за 4 тура до конца у меня опять +1. У Карпова, соответственно, там +4. Я, правда, еще выиграл у Геллера там, по инерции. Там, значит, вот, как бы, вот. Но потом Белый с Балашовым ничего сделать не мог. То есть сыграл очень бездарная партия совершенно. Просто, ну, все из рук валилось уже. И за 2 тура как бы у Карпова, у меня +2, у Карпова +5. Я играю черным с Полугайским, белым с Карповым. Вот. Ну, тут Лев Абрамович уже грамотно по указанию начальства предлагать ничего до партии. Так, на всякий случай, чтобы гарантировать. Потому что Карпов играет там, со Смейковым, белыми. Значит, и внимательно ждет, когда Полугайский фиксируется на ничью. Вот, потому что Лев Абрамович там пришел, тогда мы в номере гостиницы Украины жили, и сказал, ну вот надо бы нам, ну, всем понятно, что как бы выполнял поручение. И вы что? Как только, ну а что, ну я черными играл уже. А как только, значит, я соглашаюсь на ничью с Полугаевским, значит, там пожимаем руки, там буквально через несколько минут Карпов соглашается с Мейковым ничью, фиксирует первое место, +5, и все спокойны. Все спокойны, потому что в последнем туре волноваться не надо, значит. Вот. Но я все равно пытался подготовиться к партии с Карповым, значит, и вот тогда начал думать о том, какие вот идеи в ферзевом гамбите. Тогда вот мне приходит в голову, значит, можно бить на f6. Вот я тогда начинаю вот в ферзевом гамбите, что можно играть вот эти слон f6, слон f6, e3. И начинаю здесь обдумывать разные ходы. Ферзь b3, ферзь c2 и ферзь d2. Ну, с Карповым я ферзь d2 сыграю. Вот, как раз вот. Ферзь d2, и вот на c6, то, что все играли тогда, я уже придумал h4 ход. Ну, я так очень легко выиграл какого-то австрийца там на первенстве мира среди студентов. Очень быстро. h4, g4, вот этот план. Вот. Ну, Карпов задумался, ферзь d2, он пошел здесь конь c6 со мной. Вот. Я там потом, побил на d5, хотя потом уже ладья c1 придумал ход. Ну, вот с этого момента я начну изучать разные возможности именно после взятия на f6. Вот. Ну, партия будет, у меня будет небольшой перевесик какой-то, вот, ну, не очень интересная позиция, карлсбадская структура. Вот. Ну, в итоге я опять особого желания бороться не было, предлагаю ничью, как бы вот. Это, значит, третья партия с Карповым, она кончается ничью. Следующую партию мы сыграем уже в матче на первенство мира. Больше с Карповым я играть не буду. То есть, как бы, и это будет не случайно, потому что опять формируется мнение, что вообще-то матчи вообще даже отдельных партий лучше избегать. В последнем туре противником Каспарова был чемпион мира Анатолий Карпов. Неудача в заключительной партии могла отбросить Каспарова за черту призеров. Поединок достойных друг друга соперников был в центре внимания зрителей. Затем, как развертывались события в партии, за очередными ходами своего ученика в пресс-центре внимательно следил Михаил Ботвинник. И вот, наконец, все волнения позади. Карпов и Каспаров подписали мирное соглашение. Ничья. Турнир гроссмейстеров завершился убедительной победой Анатолия Карпова. Гарри Каспаров поделил 2-е, 4-е места с Львом Полугаевским и Василием Смысловым. Отличный успех самого молодого гроссмейстера. Ну, я делю 2-е, 4-е место там со Смысловым Полугаевским по +2. С одной стороны, конечно, неплохо все-таки. Ну, 2-е, 4-е место, турнир экстра-класса, 1-е место, первый чемпион мира. Но мне все равно как-то не по себе было. Там, играл не лучшим образом. Вот, партия с Петросяном покоя не дает вообще. Вот все как-то вот могло быть гораздо лучше. Андерсон не выиграл там партию еще. Там даже Карпов там же давал интервью, сказал, ну да, конечно, Каспаров сыграл, но ему там в начале там, на старте там подвезло там сильно, вот. Я
там даже тогда начал писать вот наши бакинские шахматы, такая газета выходила. Я там регулярно писал как бы свои статьи. Значит, из них потом книга «Сложность испытания времени». Я пишу, что вот интересно, вот партия с Белявским первая, вот партия с Георгиевым, вот партия с Портишем, вот партия с Петросяном. Вообще, насчет того, что им повезло. Первенство СССР. Первенство СССР во Фрунзе. Я туда приехал с мамой, потом Никитин подъедет. Шакарова там не было, это точно помню. Ну, первенство СССР вообще там марафонский турнир, 17 туров, такая дистанция по сегодняшним меркам вообще там играют, с доигрыванием причем. Вот. Ну, турнир получился очень хороший. Кстати, я играл очень хорошо и должен был бы, наверное, выиграть. Плюс 8 набираешь, обычно выигрываешь легко. Да. Но это был звездный турнир Лёва Псакиса. Я думаю, что абсолютно лучший турнир. Он играл блестяще совершенно, Лёва там. Вот. У меня выиграл во втором туре, кстати, партию. Вот. Ну, я, конечно, перегнул палку, там тем не менее выиграл все-таки. Да. Вот. Лёва выиграл 9 партий, одну проиграл. Вот. Набрал плюс 8. Я тоже набрал плюс 8, я 2 проиграл, выиграл 10. Вот. Но такой вот турнир тоже был знаковый, потому что вот сейчас, можно сказать, уже как бы по прошествии многих лет, там, прошло 40 лет прошло, там новые шахматы были уже, на самом деле. Вот уже Лёва играл в другие шахматы, там, на самом деле, ну, и Артур тоже там был, то есть, на самом деле, я играл. То есть, там вот видно было, что шахматы меняются. На самом деле, вот такой вот процесс смены вообще вот парадигмы шахматной происходит. Вот, как бы. Я там начал с победы над Гавриком, потом я проиграл Лёве во втором туре, причем решил сразу за счет Немцовича. Что-то мне не везло в защите Немцовича все время. Вот я вот потом я еще с Белявским тоже в 5-й партии, в 4-й партии. Иногда вот мне хотелось сыграть вот как Немцович, прям получил отличную, нормальную позицию получил, прекрасную позицию получил. Вот. Никитин был очень доволен, говорит, ну, хорошо, вот рождается классик, там, знаешь, да. Но потом почему-то начал играть как в староиндийской, знаешь, агрессивно. Вот. И, значит, проиграл, но потом выиграл 5 штук подряд. Причем так вот, выигрывал действительно хорошо, так интересно было. Вот, значит, ну это... Вот, но забежали вперед. Там, в общем, каждая партия там, ну, какая-то такая микроистория, то есть действительно интересно было. Вот, значит, вот я стал 6 из 7, там я как-то вырываюсь вперед, но Лёва там все время рядом идет. И вот мы постоянно так меняемся, как бы, вот, один за другим меняемся. В каком-то туре я проигрываю Гулько. Череда неудач потом начнется у меня с Борисом Францевичем там. Да, он очень гордится, как я гордился. Я последнюю я выиграю партию в 95-м году, но тем не менее, как хоть размочил счет. Вот, значит, но, проигрываю очень плохо. Но грамотно, спокойно в староиндийской. Вот, F3, слон G5, земиш такой. Вот. Я явно не понимал, о чем там речь идет. И, в общем, проиграл без борьбы. Вот, но все равно там периодически выигрываю партии, значит, как бы, все равно плюс набирается. И вот это такая сдвоенная победа, 13-14 тур, это Тимощенко Дорфман. Это вот точно был Владимиров на сборе перед первенством СССР, потому что мы готовились, как раз мы смотрели партии первой лиги, и там была партия Рожковский-Тимощенко. Это вот, ну, вариант Ботвинника. Вариант Ботвинника. Тогда новая табия начинает складываться. Вот, начинает складываться новая табия. Вот, и мы начали тогда, ну, как, значит, мы тоже анализировать это. Слон G7, G3, C5, D5, ферзь B6, там, слон G2, рокировка, значит, в принципе, здесь P4, конь A4, ферзь B5, A3. Значит, они ходили там конь, да, значит, конь B8, АБЦБ, слон Е3, ферзь G4 там сейчас более... Слон D5, ладья D5, ферзь Е2. Ферзь Е2, конь С6. Да, конь С6. Ладья FC1. Ладья FC1, значит, да, в принципе. И здесь, по-моему, Тимощенко C3 играл. Да. Вот, значит, как бы, и мы подготовились к этому. Там, вроде бы, там плохая позиция. По-моему, там просто нужно... Белый жертвует просто фигуру и имеет очень сильную атаку. Ну, кто перевес имеет, просто взял конь C3. И Тимощенко подготовил новый ход конь А5. Да. На самом деле конь Е5 сильнее. Здесь это уже Таль будет со мной сыграть в 83 году. Но они подготовили ход конь А5. Вот. И вот здесь я вот действительно... Тимощенко очень доволен был. Подготовлен ход новый такой. И, в общем, я так
посмотрел, что надо что-то делать. Пошел b3 здесь. Надо же бороться. c3. Взял, ладья c3. Пошел король d7. Пошел ферзь c2 я здесь. В общем, ну, находил ходы инстинктивно лучше. Слон d6. Да. b4. Ладья c1. Ладья c1. Ладья c1. Ферзь b7, b4, да. Да. b4. Ферзь бьет b4. И ладья b1. Ладья b1 теперь. Ферзь g4. Да. Ну вот здесь сделайте. Здесь белый просто ход слон b7. Вот такой ход сделать. Да. Поле b6. Теперь дело в том, что вот черных лишняя фигура, все вроде крепко стоит, позиция проигранная. Вот. Позиция проигранная. Я потратил очень много времени, но здесь уже Тимощенко задумается на, я не знаю, бог знает на сколько, на час, наверное, потому что не будет везде хода. Ферзь не может отойти, потому что шах и мат там, в принципе. А, в общем, на самом деле, это иллюзия, что так все. Потом, как бы, ход слон e5 будет анализироваться, ладья c5. Ладья c5, Свешников говорит, что если черные отбиваются, и Дорфман его послушает, на следующий день сыграет со мной. Забавно будет. Отбарабанили эти ходы все, вот. Пошли какие-то, появились такие споры форсированных вариантов. Я пошел слон c5 просто, да. Потому что я уже как раз ночью я в голове тоже прокрутил и понял, что слон c5 выигрывает. На самом деле, после слон c5 партия заканчивается тоже. То есть опять вроде лишняя фигура, но у белых решающая атака здесь. Вот. Так что я выиграл вторую партию как бы на одной и той же идее. Но вот был страшно горд, что удалось сделать все эти ходы. И придумать ход слон бета7. Он сегодня такой прям компьютерный, да, жесткий. Жесткий компьютерный ход. На e5 ферзя 2 я пошел, если я не ошибаюсь. Да. e5 ферзя 2. В общем, выясняется, что там ладья d1 взял, да. Ферзь d1, король g2, ферзь h5. Здесь важно шах сначала дать, ферзь d4, король e6 и h4 теперь. И все, и тут белый забирает обратно фигуру. Но потом, как бы, две ничьи там с Романишиным. Ну, я черным играл. В какой-то момент было немножко лучше. У меня ничья. Со Свешниковым не получилась вообще партия. Он уже не пошел на этот вариант. Он пошел h6, не пошел dc. Вот. Быстрая ничья, к сожалению, получается. А Лео выигрывает две партии. Как раз вот он стоит на полочка за 3 тура, доказывается. Потом выигрывает две партии. Вот. И перед последним туром на полочка впереди. И в последнем туре он играет белыми с Акзамовым. Жора Акзамов. А я черными с Тукмаковым. Ну, вот такая ситуация, безнадежная ситуация. Ну, я помню, вот там уже был Владимиров, и мы тогда с ним обсуждаем, что же делать, в принципе. А Тукмаков как бы идет на делит третье место, по-моему, или он... В общем, в принципе, его ничья, по большому счету, устраивает. Как бы он с Романишиным они конкурируют. Значит, надо как-то его соблазнить, сыграть в шахматы, в общем-то. А играет он против Стрелиска, обычно слон e2, слон g5. Ну, в общем, мы посовещались, как бы решили, что, что делать, попробуем. Как бы все равно, как говорится, результат партии, как говорится, если не выигрывать, то не имеет значения какого. Вот. Ну, понятно, что там Лева играет с Акзамовым, вот, значит, там, проиграть он не проиграет. Но интересно, что Лева принимает решение тоже играть в шахматы. Он начинает играть, значит, там, индийскую, по-моему, там, с-3, там, жертву пешки. То есть у него сильная инициатива, но это игра. То есть очень важно. И меня это вдохновляет, на самом деле. Вот. То есть он бы, конечно, мог сделать быструю ничью, как бы. Это, наверное, мне было психологически еще труднее. Но он играет, и это создает такое напряжение, потому что партия-то у него неизвестно, там, что там произойдет. Слон g5. Значит, тут я решил сыграть гамбит. Как, в общем, со мной так Спасский играл в Тилбурге, как бы, да, но... Вот. Гамбит а6, а4. Вот. А6 я пошел здесь. А6, слон d2. Ну, здесь довольно быстро, как говорится, теория e6. Де слон e6, конь f3, АБ слон b5, конь a6. Мы дома посмотрели, конь c7. Ну, черных, скорее всего, есть компенсация достаточно для ничьей. Белая пешка лишняя. Ладья e1, конь взял b5. Ну, АБ вообще ничью форсировал здесь. Но здесь, мне кажется, Тукмаков, как бы начинает уже играть на... как пешка лишняя. Что тут на победу просто. Конь b5, d5, ЕД, конь d5, конь e5. Ну, красиво, у белых пешка лишняя. Но здесь я вдохновился, потому что позиция все-таки она висячая. Тут она, значит, тут как-то... Да, конечно, у белых пешка лишняя, там сейчас конь g6 грозит. Но мне, в общем, все это понравилось. Здесь я вдохновился. Ладья e8, ладья c1,
Вот с этого момента черные сделают следующие 10 ходов с нападениями. Каждый ход будет с нападением. Вот что-то будет, или я буду снимать фигуру, или буду нападать на нее. Значит, в принципе, значит, слон f5 для начала. Напали на Вот, e5. напал на коня, значит. Конь c6 ходит. Да. Конь c4 был, видимо, сильнее, если я правильно помню. Да. Конь c6. Ладья e1. Ферзь d7. И ферзь d7. Ферзь Да, d7. Ферзь d7. Напал. Ладья бьет c5. Угу. Ну, ладья e1 шаг. Ладья e1, ферзь e1. Ферзь e1. Ладья e8. Ну, там снял, напал. Да. Ферзь c1, да? Да. Ферзь c1. Конь b6. Я уж не вижу, на что мы тут Пешка 4. Напал, напал. Конь b6. Конь b6. b3. b3. Ладья e2. d2. Напал дальше. Куда пошел? Слон. Слон a5. Слон опять. Что-то он куда-то сгрудился. Ну, весь. правда, заметь, что тоже не туда уходит. Уголки Слон играем. опять. В уголки Да. играем. Да. Слон e4. Все фигуры, да. Слон e4. Напали на ферзь g4. Сейчас нападаем на мат. Сейчас мат будем ставить. Ферзь g4. Вот. Конь e5. Вроде естественно, да? Конь e5. Ферзь e7. Напал. Слон b6. Ну, тут опять... Конь d4 он сказал. Конь d4. На самом деле... Ладья a2. Ну, опять, пока как бы вроде бы... Тем не менее, все равно мат с первого ряда потенциально грозит. А все продолжает висеть. То есть, на самом деле, вот важно, что позиция... Все время фигуры висят какие-то. Вот это должно быть. Ладья a2, слон бьет b6. Да. Слон взял e5. Вот. Ну, и здесь, как бы, здесь Тумаков не выдержал уже просто. Потому что количество постоянных нападений, тут, как говорится, нападаем. Тут он уже подставился. Пошел ферзь e3. Вот. Какой там по счету ход был после всех нападений? Там, видимо, 10-й. 10-й, да. 9-10. Вот примерно. Какой ход был по счету этот? Это, ферзь это 29-й ход, а вот... Первый ход ладья e8, слон f5. А ход слон f5 был, соответственно, 19-м. 10 ходов. 10 ходов. 10 ходов. Ферзь e3, ферзь бьет c5. Что это тут такое? Мат. Мат грозит. Вот. Ну, еще Красиво, белые спасались тут вроде бы как-то, да, каким-то таким, кажется мне. Чудесным образом. Каким-то, я не знаю. Мне. Ну, тут какие-то ходы не спасала ладья e5, ничего не спасала. Король h... Не, ну, конечно, длинные варианты. Ну, в общем, понятно, что говорит, можно было спасали лучше. длинные варианты, которые... А он в цейтноте уже был. Да. Ну, потому что нападаются постоянно. Вот, как бы. Лева начинает дико нервничать в этот момент. Он еще играет партию. Вот. Мы уходим анализировать, в общем. Значит, через некоторое время, там, в общем, там, в сложнейшей позиции, там ничья. По-моему, кстати, Лева и предлагает ее. Или нет, казалось, что Лева предложил, Агзамов отказался. Я там просто... А потом в итоге, в общем, закончится ничьей, в общем, мы делим первое место. И здесь надо какое-то решение принимать. Потому что вообще-то там у нас практика была, матчи играли за звание чемпиона СССР. Вот. Более того, там даже медаль, по-моему, не готова была. То есть там одна медаль была. Но в итоге как бы решили, что нечего тут очередное шоу устраивать. И, в общем, Двум дали. Да? присудили. Это ваша первая золотая медаль чемпиона Да, СССР? было 2 раза. Второй со Скарпом мы разделили первое место. Вот. Там тоже должен был матч быть по расписанию, но решили по другим причинам не проводить. Да, значит, да. Вот, значит, это был 81 год. Но вот этот турнир действительно удался. То есть я чувствовал, что играю уже в очень хороший шахмат. Там уже и дебютный репертуар складывается, и, в общем, на многих стадиях уже весь прогресс был. Но важным таким шагом, как бы вот к этой ступеньке, был Тилбург. Как раз он проходил во время матча Карпова с Корчным. Там-то матч в одни ворота уже шел. А в Тилбурге я там сыграл неудачно. Это, значит, 50% набрал. Вот. Но этот турнир по качеству один из лучших был. Ну, понятно, что там, естественно, были ошибки, все. Но вот содержательная игра, она, в общем, уже была индикатором того, что будет новый рывок. Рывок вверх будет. Вот. Кстати, после Тилбурга начинается там вот эта беспроигрышная серия в турнирах. Значит, после Тилбурга будет первенство СССР, и до Линареса 91 года я не проиграю ни одного турнира. Ну, будут дележи, но все время буду... До Линареса 91 года? Да, вот когда Вася взял первое место. То есть вот будет почти 10 лет, чуть меньше 10 лет, когда, в общем, во всех турнирах я или беру первое место, или делю первое место.
Ну, понятно, турниров было, конечно, не так много, но достаточно было. Нет, да, ну, мы как говорим. немного? Ну, Я смотрю, играли-то больше, нет, чем сейчас. не, ну, много, ну, как бы, Постоянно да, играли. да. А в Тилбурге, ну, первый такой турнир был экстра-класса за рубежом, как бы у меня вот. Ну, я, естественно, один поехал, потому что туда опять ни Никитина, ни маму не пускали. Вот, ну, тем не менее, мне уже было все-таки 18 лет. Вот. Когда я в Москве был, там я даже не знал, мне не сказали, потом дедушка умер, с которым вот, как раз. Поэтому даже когда я уезжал, чувствовал, что мама как-то говорит со мной по телефону. В общем, она была подавлена. Там такое первое у меня общение с Геной Сосонко было. Вот. Он сразу принес архипелаг ГУЛАГ. На всякий случай. На всякий случай, да. А, он уже, это какой да, он уже давно жил. 81, да, значит, да. Не знаю, насколько это повлияло на мое выступление там. В общем, я там читал, там, по ночам читал архипелаг ГУЛАГ. И, кстати, в первом туре мы встретились. В первом туре встретились. Он играл свои рогозинские схемы там. В общем, ну, хорошая партия была достаточно. Я пожертвовал качество. Понятно, что, скорее всего, это жертва качества спорная, но для меня это было как, ну, качество. Открытая позиция, черный там аж 6 G5 открылись, то есть, на самом деле. И не сумел Гена, очень быстро развалился. То есть, как бы, вот этот напор, он, в общем, не выдержал. Во втором туре Спортыша была партия. Опять был Бенони, и на этот раз я уже перехватил инициативу. Близко было. Близко было, выпустил. Встретился с Белявским. Хуже стоял белыми, вот, ну, устоял, в принципе. В четвертом безобразно играл с Тимоном. В общем, что-то у меня в странистской G2, G3, вот, коня на 5 ставил, все время что-то плохо повел. Вот, оставился, как Лене Зайду проиграл, там, до этого сейчас с Николаевским древняя партия была. Все время конь на 5 попадал, что-то у меня там все как-то вот плохо складывалось. И с Тимоном тоже. Казалось, вроде бы какая-то игра была, но не получилось. В общем, проиграл партию, но не особенно как бы. Ну, проиграл, да. Кстати, просрочил время первый раз, по-моему, в своей жизни. Просрочил время, да? Да, ну, позиция проигранная была. В пятом туре со Спасским играли. Вот, первая партия с Борисом Васильевичем. Значит, Т4, он играет сталиндийскую. Решил что-то со мной сыграть. Я подумал, пошел там. Слон E8, G5, кстати. Вот, значит, он играет, явно не готов был. Решил сыграть гамбит. Волжский гамбит, модификацию. Играл плохо Борис Васильевич. Ходу на, там, я не знаю, 18-м, ну, оценка, я не знаю, там, машина сколько, плюс 3, наверное, даст сейчас просто. Ну, позиция выиграна как угодно вообще просто. То есть я до сих пор не могу понять вообще, что там происходило. Там у меня как-то пешка на А7 оказалась. То есть везде подавляющая. На всех участках доски подавляющая позиция. Что я натворил? Причем в Спаске в цейтноте еще. Причем в цейтноте просто, чтобы вообще... И тут меня начинает просто колбасить. Я не знаю почему. В общем, что-то жуткое начинает делать. В общем, там все растерял, потом еще и подставился. В общем, значит, в итоге партия откладывается. В общем, и у меня там... Я уж без фигуры, какая-то контр-игра есть. В общем, ну, в итоге при доигрании все равно проиграл партию. Это магия чемпионов была на тот момент. Петросян, Спасский. Что такое, да. Ну, интересно, что быстро установился. На следующий день выиграл блестящую партию Хюбнера. Черными. Блестящую партию совершенно. Просто вот как бы вот ежик был вот тоже, значит, потом прорвался по центру и Б5, и Д5, и вот потом там в жертву качества. В общем, отлично. В общем, ну, он там отложил партию, но там, быстро при доигрании добил. Вот. Очень хорошая партия. Ну, опять 50%. Вот. Ну, и с Петросяном играет. Значит, ну, вот теперь, сейчас, значит, вот отличная уже партия складывается. Там я жертвую пешку, значит, в общем, значит, захватываю инициативу. Тигран Артанович рокирует в длинную сторону. Это принято в ферзем гамбите. Такая необычная позиция. Я начинаю наращивать там ситуацию. Ну, вот все фигуры тут стоят. Ну, вот что-то вот не получается. Ну, надо справедливости, надо сказать, прямого выигрыша не было. Там, вот такого вот, как бы, ну, вот анализ показывает. Но был бы, конечно, сильнейшая инициатива. Вот, как бы. Вот. Ну, то есть там эта машина уже может только показать, там какие-то там очень там, завуалированные возможности, там компьютер показывает. Вот. Но как-то я за доской как-то вот не смог даже вообще понять всего потенциала позиции черных. В общем, и, конечно, когда там я там решил какие-то ходы делать такие, знаешь, там, напал, там, зашел куда-то слоном, и вот этот ход король c6. Когда там Тигран Артанович ходит королем там просто. И у меня наступает просто шок. Как это так? Как король там пошел? Король пошел вперед просто, да? Вот. И вместо того, что там я еще мог сделать ничью. Но уже как бы
был поражен вообще вот этим всем, вот это то, что там вот Вартаныч там по последней линии, все время там как-то вот тут и так не получается все. В общем, проиграл партию. Это опять -1. Причем турнир вообще там, ну, если не считать партии с Тимоном, и Спортиша выпустил хорошие шансы, там, по-моему, даже близко к выигранной было во втором туре. Значит, со Спасским совершенно выигранная позиция, с Петросяном тут нет -1, а тут могло быть вообще плюс много. Ну, по крайней мере, реабилитировался в последнем туре, в 8-м туре партия с Андерсом, с Ульфом. Вот. Она, как бы, по крайней мере, доставила некоторое моральное такое эстетическое удовлетворение. Вот, значит, тоже, значит, новоиндийская. Ну, по напору, как бы, вот она партия, она очень показательная. И она, что цена, что все-таки играла с настоящим защитником, таким профессиональным. Ульф тогда, как бы, ну, разные системы играл, ну, конь Е4 играл. Значит. Я побил, значит, и тут, ну, тут можно слон в 4 ходить, можно Е3 ходить. Вот, на самом деле, наиболее интересно конь Д2. Мне нравилось, потому что сейчас будет захватывать центр. Будем. Хотя, как бы, черный мог слон Б7 уйти, Е4, там даже ферзь F6 есть ход, в принципе, или там Ж6 есть ход. То есть, на самом деле, позиция, ну, как бы у белых приятнее позиция. Вот. Но Андерсон решил неожиданно сюда пойти слон. Такой сделал ход. Подготовленный был ход. Значит, слона держит здесь, значит, в принципе, сейчас Е4, видимо, просто конь С6 он будет ходить. Не годится. Значит, но здесь я смотрю, значит, слон ушел сюда. Диагональ. Значит, мы тут. А мы ее захватываем диагональ. Ульф пошел конь С6 все равно. Е3. Пешечку защищаем. И он здесь решает, как бы, такой план провести. А7, А6. Он хочет, как бы, попробовать. Ну, очень сомнительная игра, что объективно будем говорить. Вот. Я тут смотрю на позицию. Ну, можно, конечно, на слон G2 пойти. Но тут, думаю, интересно. Есть одна идея. Попробовать. И тут у меня опять складывается в контуре картинка, да, в голове этот контур всей этой картинки складывается, как это будет атаковать, как мы сейчас молниеносно просто, значит, его просто сомнем. Значит, я хожу Б4, он обрадовался, пошел Б5 здесь. ЦБ-АБ, значит, ну, пока, естественно, я бить не могу на Б4. Слон Б2, ну, хоть конь А7. Ну, вот так вот. И чувствовал себя, мне кажется, очень комфортабельно. Сейчас D5, С6, коня на С4 перевезем. В принципе, постепенно тут все такая борьба. Нет, никаких коней не будет никуда переходить, потому что больше передышки не будет. H4 для начала. Важно еще прослабить его. Вот. Значит, ну, разные ходы были, но принципиально сути не меняли. H6 он пошел. D5. Ну, все, теперь, значит, открываем диагональ. ЕД. Слон G2. Так, это С6. Рокировка. Значит, проблема в том теперь, что не развиться. Сейчас будем Е4 проводить. То есть неожиданно все поменялось, на самом деле. Все открылось у белых, то, значит. Ну, какой-то F6. С виду нормальный ход. Ладья Е1. Ладья Е1. Не торопимся. Слон Е7. G4. Король F7. H5. Слон H7. Е4. Наши открывают все здесь просто. ДЕ. А что делать? Слон Е4. Слон Е4. Конь Е4. Просто идет напор. Ладья Е8, да, уходит здесь? Так, конь 4, конь С8. Конь С8. Ладья Д1, да? Ладья АД1. Ладья Д1. Все вышло. Да. Ладья А7, да? Ладья А7, да. Ладья А7. Ну и настало время. Для чего? Конь F6. Если я правильно понимаю. Для конь F6 настало время. Что это такое вообще? Вот. Так же было, если не ошибаюсь, в партии. Да. Конь F6. Да. Все, теперь... Значит, если теперь слон F6, тогда шах. Так. Слон бьет F6. ЖФ и есть ход. Ладья E6. Сдались. Все, сдались, да. Вот, значит, он бьет здесь. Коня побил пешкой. Шах. Так. Ну, тут подтянулись. Слон С1. Подошли. Подошли. Конь D6. Так, не. Он на слон С1 D5 сыграл. Да, слон С1 D5 пошел. D5 да. пошел, да. D5 пошел. Вот. И я здесь сыграл... Я, кстати, помню, здесь ладья D4. Ладья D4, секундочку, да. Я решил, зачем? Я пошел ладья D4 здесь. Куда торопиться? А куда торопиться там здесь? Ладья D4, конь D6, ладья G4. Да, вот Конь F7.
теперь слон Б6. Да, теперь слон А6. Все вовремя. Все, Да. король Е8, слон G7. Да. Горе такое вот. Такое наступило. Ну, так вот прям видна вот стандартная схема. Так как-то вдруг конь H7 пошел куда-то не туда сразу. Конь Ой, А7, конь всё, А7 все идет, да. Вот, то есть вот, ну, в общем, партия, причем опять, она вписывается вообще вот в творческую игру в турнире. То есть, да. А потом ничья с Любовичем такая не очень как бы напряженная такая. В предпоследнем туре партия с Ларсеном была тоже очень интересная партия. Я играл тоже так, и с выдумкой играл, в общем, и близок был к победе. Ну и в конце как-то вот сделал. Все-таки Ларсен извернулся в владеннике, там, буквально чудом сделал. Ничего, но все-таки Эндшпиля играл хорошо. Там партию анализировали, там, это вот я даже в книге пишу, когда там Спасский там, предлагал там активные вещи какие-то. Вот, значит, там Толуш бы сыграл так, Толуш, Ларсен я посмотрел, сказал, Казимирыч! Казимирыч, сказал Ларсен. Я, значит, потом опять расстроился, там я после ничей. Спасский мне говорит, что ты расстраиваешься? Я говорю, ну, слушайте, ну, это опять такой, Эндшпиль такой, тебе, говорит, Бенни надо, Бенни, за науку платить, говорит. Вот. В общем, да. Ну и в последнем туре с Майлсом, опять, кстати, я черными перехватил инициативу, но, в общем, как бы там выигрывать не выиграл, но, в общем, имел опять перевес. То есть практически во всех партиях доминировал. Мне потом сказали, что там, приехали участники в Мирано, там, говорили про турниры, в общем, мнение однозначно было, что играл я интереснее всех. Результат, конечно, там так себе, но, опять, все же понимают, результат результатом, а вот содержание партии, напор, качество партии вообще, идеи, все это. То есть уже время для нового рывка было. В начале 82 года, значит, я помню, мы приезжаем там, в Москву, там у нас там, спорткомитет проводит обследования разные. Как я понимаю, там на самом деле по результатам обследований там еще проводят психологические тесты. В общем, я помню. В общем, полагаю, что эта информация фиксировалась. На самом деле начинается там... Будет полезно. Будет полезно. Я вообще думаю, что все это январское обследование, оно во многом как бы связано было с тем, что надо было меня вытащить, просто как бы занести в карточку и начать, как говорится, изучать. Потому что там было много самых разных тестов. Ну, делали. Опять я не особенно реагировал. Так. Самое главное то, что, значит, надо как бы играть в турнирах. Значит, ну, поддержка у меня как бы в Баку есть, но там база у меня есть моя тренировочная. Но вообще надо потренироваться. Я чемпион СССР. Вот, у меня один из самых высоких рейтингов в мире в тот момент. И есть приглашение на 3 турнира. 3 супертурнира. Бугойна, Лондон и Торино, если я не ошибаюсь. Турин, да. Турин, да. Лондон, Турин, Да, Бугой. да. Да. На все у меня есть приглашение. И я отправляюсь в управление шахмат, в шахматном клубе. Тогда, значит, Батуринского заменил Крогиус уже. Спрашиваю, куда меня, на какой турнир меня отправят. Какой-то там Дортмунд, еще, там турнир, там, 10-я категория. У меня там рейтинг уже там под 2600 с большим гаком. Нет, говорит, он говорит, вот есть мнение, что вот поедете туда вот. Я говорю, как туда? Мне надо играть в сильном турнире. Вот. Я же хочу выйти в претендентах играть. Ну, в национальном хочу выйти в претенденты. И вот тогда это произносится фраза. Как бы. Вообще-то у нас есть один чемпион мира, нам другой не нужен. Это Крогиус? Крогиус. Просто вот он. Ну, понятно, что она транслируется сверху. Да, ну, понятно, когда там Брежнев, принимающий Карпову, понимаешь, вся эта вот это. Взял корону, держи, на самом деле, это же указание. При том, что там Брежнев есть уже Брежнев нет. вряд ли это имел в виду. Ну, взял корону. Держи. Потому что за корону, знаешь, дерутся. А мы тебе желаем успеха. Никому не отдавай. Неважно, всегда это воспринимается, взял корону, держи. При том, как говорит, что есть колоссальный уровень поддержки там значит, там Тяжельников, глава там отдела пропаганды, агитации, просто покровитель Карпова, просто, значит, ну и, естественно, огромная поддержка на всех уровнях, потому что, ну, уже сложилось просто как бы свой тут.
Я понимаю, что, в общем, ситуация критическая. Значит. Ну, я, естественно, обращаюсь к Георгию Алиевичу. Возможности кандидата в члены Политбюро, идущего в гору в тот момент, в общем, они были достаточными, чтобы обеспечить мне участие в одном турнире. Вот здесь, на самом деле, вот возникает вот как бы вот этот такой разрыв между как бы оценкой ситуации, потому что Карпов постоянно рассказывает о том, что какую помощь мне оказал Алиев, потом там Яковлев, потом там Степан Шалаев, глава профсоюзов. Действительно, меня поддерживали ровно для того, чтобы я мог за доской доказать свое превосходство. Да, Алиев вмешался, чтобы меня пустили на международный турнир. А почему такая ситуация вообще возникла, что шахматиста, скорее всего, уже в тот момент номер 2 в СССР, не пускают на крупнейшие турниры, на которые у меня есть приглашение, причем на все турниры. Вот. Ровно потому, что как бы Карпов не хочет со мной встречаться на этих турнирах. Готов ли во всех 3 был играть, мне неизвестно. В общем, но тем не менее, как бы вот эти блоки начинают выстраиваться. Значит. Там, я помню, еще момент был, там какой-то съезд был, комсомольский съезд в Азербайджане, и туда приезжает Севастьянов. Это был на тот момент руководитель Федерации шахмат, да? Да. Это был, вот, значит, как раз, это был 82-й год, какой-то комсомольский съезд, куда, естественно, там меня выбирают, как бы, значит, ну, я должен там сидеть, там, сказать 5 слов свои. И приезжает Севастьянов, и очевидно совершенно, что он приезжает не на съезд, ну, там сидит как почетный гость, но он отправляется в местный ЦК поговорить, после чего ему, видимо, объясняют, что все-таки один турнир надо дать. Значит, в итоге, как бы, меня посылают в Бугойна. То есть Карпов ездит в Лондон на Турин, а меня посылают в Бугойна. То есть я свой турнир получаю. В Бугойна я еду один с Петросяном и Полугаевским. Турнир, ну, это не Тилбург, потому что там все-таки есть местные шахматисты там, ну, уже как бы такие ветераны. Это и Глигорич играл, и Ивков играл. Там кто-то не доехал до турнира, я не помню, кто-то из... И там был Найдеров был, который там просто там, ну, приезжал на турниры просто, не знали, что делать. И Спасский говорит, слушай, говорит, Мигель, говорит, включайся в турнир. И он включается в турнир. Вот, то есть, и Найдер включается в турнир. Значит, но, тем не менее, все равно там и Спасский, и Петросян, и Тимман, вот, и Хюбнер. В общем, так, приличный состав, как бы, там, посмотреть. Так, в общем, ну, турнир я сыграл достойно. Там начинается там удачный старт такой. Я там выиграл там, 3 партии из 4 белыми. Все вот как раз в D4, в Новоиндийской с А3. У Глигорича, у ветеранов, у Глигорича, у Найдеров в 3-м туре и в 4-м у Ивкова. Вот. А во 2-м туре еще сделал с Ивановичем. Вот. Ну, тот набрал на старте, уже вперед вырвался. Там потом ничья была с Полугаевским, а партия с Петросяном. Там, значит, ну, я помню, перед партией, как в этом такой момент, значит, я 2 партии уже проиграл Петросяну. Что это такое, в принципе? Вот как играть, в принципе, значит, да. И Спасский тогда дает совет, в принципе. Значит, ну, такой Борис Васильевич со своим, ну, немножко с вульгарной манере такой. Ну, я как 2 раза уже не получалось. Ну, просто со Спасским у меня тоже как бы так, негатив. Но тем не менее, как бы перед Петросяном я, значит, на как бы совета у Спасского прошу. Спасский говорит, не, ну, зачем так это самое, в принципе? Значит, не надо, вот, значит, хватаете его за яйцо. Вот только за одно. Вот, и сжимаете сильно. Помните, что надо медленно сжимать. В смысле, что не надо вот там жертвовать, атаковать? Вот просто. И, значит, получается позиция, ну, Петросян плохо дебют разыграл, значит, как, я думаю, как бы вот... Исполнить указания, да? Проатаковать. Думаю, ну, еще выигрыш же. А потом вспоминаю, и хожу там Б3, или там А3, потом Б3, потом А4. И, ну, позиция плохая очень, но просто Петросян так подействовал, вот это отхождение, вот это вот, знаешь, просто вот это. Никто его знал, да. Что просто тут же подставляется, партия сразу заканчивается. Просто вот совет такой, знаешь, вот держите, говорит, просто, значит, там, вот, значит, но помните, куда сжимать. Это советы Спасского, знаешь? Вот, выиграл у Петросяна, я стал +4, я считаю. Вот. А там, да, Любович играл неплохо, но, в общем, партия, кстати, у меня с ним была довольно короткая ничья, потому что как бы, ну, так, у меня не очень сложилось по дебюту, я не особенно там как бы, по этому поводу переживал. А, значит, партия из наиболее таких запоминающихся, там с Коваликом была, значит, староиндийская такая, тоже, значит,
Ну, я страничку играл регулярно тогда. Да, H3, значит, E5, D5, конь А6, Да, конь А6. слон Е3, конь H5. Просто сразу на конь H5 есть ход, есть, в принципе, ход конь H2. Как возможность такая есть у белых. Вот. Я так, кстати, там с Сланкой играл. Вот. Багиров придумал такую идею, в принципе. Вот. А здесь идея в том, чтобы как бы вызвать, значит, с этим... Здесь после конь H2, как бы, ферзь Е8. В общем, слон оказывается на Е2, если не очень... На Е3 стоит не очень хорошо. Слон Е2, конь F4, слон F3, F5. F5. Он здесь, ну, как бы теперь планов G3 не успевает, потому что конь H3, F4 будет с темпом идти. Поэтому он пытается H4, чтобы меня прогнать здесь дальше. Я пошел по ферзь Е7, да, здесь? Ферзь Е7, G3, да? Да. Вот. Ну, здесь как, надо начинать красиво играть в шахматы. Конь B4 я пошел. Убирать коней. Это... Не, ну как кто же коня с F4 убирает? На самом деле, позиция неясная была после GF здесь, как я правильно понимаю. И еще была рокировка короткая, кстати, тоже возможный ход. Рокировка, помню, там что-то G5, что ли, или как я здесь? Да, G5. G5. Рокировка G5 собирался ходить, да, вот это. Вот. GF тоже возможный ход. То есть он тоже не проигрывает, там тоже какие-то большие осложнения начинаются. Вот, если я правильно помню, там. Да, тут много всего. Они не выдерживали совсем такое. Да, но тут дело в том, что после хода конь b4 человек попадает тоже в какую-то прострацию, потому что как-то тут уже вроде бы белыми это все построили, а тут уже напали уже все, значит. И коваль ход ферзь b3 здесь. Ферзь b3 ход. Сделает такой, значит. Ну, тут, естественно, значит, конь d3 шах, король e2, f4. Тут надо, конечно, слон d2. Но тут, конечно, продолжений заманчивых много было, значит. И здесь, конечно, да, я, конечно, продешевил. Ну, как продешевил? Как я считал, что самое такое эффектное. Причем чувствовал, что, конечно, конь f2 надо было ходить. Я причем видел ход. Конь f2, король f2, конь d3 шах, король g2, взял, ладья f4. Вот. Видел эту игру, как бы, но мне показалось, что еще более заманчиво. Думаю, что же тут, зачем так? Сейчас мы сразу выиграем. Значит, я побил на g3 и побил на f3. Конь f3, слон g4. Зато все красиво. Все красиво. Да, ладья f1, ладья f8. красиво. Ладья f1, ладья f8. И он пошел здесь. Конь d1. Ну, конь d1. Конь d1 плохой ход. Да. Конь d1 плохой. А надо было Слон хотеть, e3. Слон e3 был, на самом деле. И там, в общем, черно надо спасаться уже. Там Да. ферзь f7, еще я там ферзь f7, по-моему. Или, я уже не помню. Нет, по-моему, надо слон h6 хотеть. Ферзь f7, Нет, слон h6. Слон h6 надо ничью делать. Слон h6 надо делать ничью. Бить на f3, потом там вечный шаг. Ферзь f1, ферзь f7. Потому что ферзь f7 просто белый ходит А2, А3 здесь. А2, А3 ходит. Слон f3, король d2. Вот как. И здесь, по-моему, так получается, да? Да, правильно. Да, нет. Поэтому слон h6 сделать ничью здесь было бы. Вот, в принципе. К сожалению. Вот. А коваль пошел конь d1, на самом деле. Но это такая, понимаешь, опять псевдоугроза. Он думает, что он напал. На самом деле он никого не напал. Он думает, что он напал. Просто черные просто нападают здесь. А, там же конь c1 есть. Естественно. Он думает, что он напал. Не Да. напал. Да. Ферзь f7. Да. Теперь пришлось слон e3 ходить уже с опозданием. Слон f3, король d2. Но здесь мы здесь ферзь d7, да, я пошел? Ферзь d7. Ладья висит. Ладья g1, да? Да. Ладья g1. Ферзь h3. Ферзь h3. Залез в печень. А3. А3. Ферзь h2 шах. Не, слон e4. И слон e4. Слон e4, да. Да. Ладья f8. Да. Слон f8. АБ. Ферзь h2 шах, король c1. И здесь очень такой... Эффектно. Конь c1. Эффектно, да, конь c1. А ферзь куда? Не важно, там конь e2 куда? шах. Здесь уже не важно. Ферзь куда хочешь может пойти. Да. Кстати, на так можно еще и так пойти тоже. Красивая партия. Тогда так, король b3, слон c2 забрать. Как бы, конь c1. Проблемы очень сложные ставить. Нет, да, просто ставил, да, проблемы вот как бы... Не, вот представить даже сейчас вот с какими-то там условно не с Карлсоном Каруаны, а с гроссмейстером чуть ниже, это тоже было бы сложно, когда на тебя нападают так все время. Ну, не забывай, что тогда еще не было такой разработанной теории. Не могли легко выйти из дебюта. И еще-то потом выиграл у Ларсена партию. Ну, не самую чистую, но тем не менее все-таки у Бени выиграл. Там, набрал свой +6, взял первое место, как бы там.
Тимону чуть не проиграл, там совершенно опять безнадежно стоял уже, там, без ладьи. Это с Тимоном у вас, да, были? Сложно было играть? Без ладьи. Опять Земеш был, другой вариант был. Остался просто, я без ладьи остался. Но продолжал играть просто вот как ни в чем не бывало. У него была чистая ладья лишняя в один момент. Просто лишняя ладья за пару пешек. Но опять он ждал сдачи Тимон. Да. А сдачи нет. Никто не сдавался. На самом деле борьба продолжалась. То есть, Тимон просто обалдевать. Как это? Ладьи нет. Он просто стоит позиция. Это бред, да? Бред. Ну, бредом просто я играл. То есть опять энергия, напор, все-таки как бы, да. Это как предпоследний тур был. Вот. Ну, в общем, так понятно, что я уже брал первое место, но все равно проигрывать не хотелось. Итак, 82-й год, значит, Бугойна завершается, значит, я, в общем, выигрываю турнир. После этого, я помню, мы приезжаем, там командное первенство СССР в Кисловодске было. Но мы за «Спартак» с Никаном Артановичем играли. Я помню, мы в самолет приезжаем в московский аэропорт. Какой же аэропорт был? Мы должны улетать. И он подходит, говорит, слушай, говорит, причем мы играем за одну команду. У меня уже там рейтинг выше, я выиграл Бугойна. Понятно, что как бы... Слушай, говорит, ты еще наиграешься на первой доске, говорит, в принципе. Ну, да, я сыграю, в принципе, значит, как бы, да. Ну, Багиров, нет, не говорю, в 79-м году, примерно то же самое было. Но здесь-то и разрыв был уже такой, как бы, между нами, но я говорю, бог с ним. И вот, на самом деле, психологически, я вот махаю рукой, как бы, и я довольно плохо играл на второй доске. Там, опять проиграю Гулько, я там быстро очень бил, проиграю Романишину, там, в общем, ну, там как-то чудом выйду в плюс, чудом, там +1. Ну, понятно, что сыграю там сильно ниже своих возможностей. Потому что психологически, как бы, уже вот отдал первую доску, это потерялся интерес вообще, на самом деле. На разговор я это помню просто. И мне как-то неудобно, но как такой уважаемый человек. У нас такие хорошие отношения. Мы постоянно ездим. И столько он там советов дает, в общем, мне. Вот. Потому что они уже, в принципе, начинают говорить тогда. Самые такие разговоры будут серьезные в Никшиче, в 83-м. Но уже, в принципе, и в Тилбурге, и в Бугойна уже Петросян со Спасским, они говорят о матче с Карпом. Потом вообще, как бы, что... На опыте. Да, что ждать, и вообще, как это будет происходить. Спасский рассказывает, как он готовился к матчам с Петросяном. Вот. Петросян рассказывает там про свой какой-то опыт игры. В общем, узнаю, значит, впитываю в себя вот эту информацию там, историческую, которая пригодится. Вот, значит, в 82-м мы уже проводим полноценный сбор. Никитин, Шакаров, Владимиров. Нет, Тимощика еще нету. Владимиров. Готовимся к межзональному. Вот, ну, понятно, надо, в общем, выходить. Но 2 места выходит. На самом деле, это 14 участников, 2 места. Значит, там Василий Васильевич в Лас-Пальмасе вышел с Рибли. В общем, Лёва Псакис провалился. В Талуке выходят, вообще неожиданно совершенно, выходят Рибли и Торре. Просто выходят. Рибли и Торре выходят. Нет, стоп, Смыслов. Нет, Смыслов. Рибли вышли там, а там вышли выходит Портиш-Торре. Портиш-Торре выходит, извини, правильно. Смыслов Рибли, там Портиш-Торре выходит. Да. Вот, тоже там Артур проваливается. На самом деле, Не так все сильные просто, шахматисты не выходят. И Москва, значит, они уже, кстати, все... Петросян тоже играл, он играл в Лас-Пальмасе, тоже неудачно сыграл. Как на этом завершилась претендентская карьера, потому что он играл в турнирах претендентов с 53-го года. С Цюриха. Да. С Цюриха играл, 53-й, 56-й, 59-й. Там, был чемпионом мира стал. Потом в 73-м цикле играл, в 76-й, 77-й, 80-й. Последний раз сыграл с Корчним, вот четвертьфинальный матч. Ну, в общем, завершилась карьера. Но зато Василий Васильевич появился. Значит, там, неувидаемый, да. И в Москве, значит, вот... Да, там еще Сакс играл в Москве у нас. Ну, там есть, я говорю, приличные шахматисты. Яша Мурей приехал в Москву тогда, как бы, это вот событие было такое, знаешь, как бы. А потому что он же уехал из СССР. Значит, да, и тогда, как бы, шахматисты, как бы, уехавшие, как бы, они not welcome. Но правила межзональные, в общем, как бы на это махнули рукой. Играли в гостинице «Спорт» мы. Вот, там из-за Яши там довольно жесткая режимная система была. Я начал удачно очень. Я выиграл у Сакса в первом туре. Очень хорошую партию выиграл. Пересчитал, красивая комбинация там. Значит, причем там он, наверное, мог сыграть лучше, но комбинацию там видно было, что он тоже считал варианты, но последний нюанс, как бы, последнее слово за мной осталось.
Потом ничья с Кинтеросом была. Выиграл в третьем туре у Яши Мурея. Довольно легко партию выиграл. В новоиндийской Сатри. Тоже там такая партия, там, пешка Д там. Значит, побежала моя просто. Знаешь, это вот, как я часто это делал, знаешь, вот, стали все сзади, и пешка Д там протаранил. В общем, ходов 25 ходов не продержался я же. Четвертым с Геллером попал в очень... Я играл опять на Шовинген с ранним Е6-5, как в Москве в 81-м. Но, в общем, не готов был. Он там применил новую идею. И, в общем, была тяжелая позиция. Геллер, в общем, просто очень ходил. Там Петрович по сцене так... Удержался. Все-таки, но выиграть не так просто у меня тогда было. И потом две партии. Сталем и Белявским. Обе партии белыми играл я. В общем, проблемы были, потому что Сталем... Я там применил вот новую разработку нашу. Да, кстати, мне кажется, мы с Тимощенко смотрели. Да, вот разработку в московском варианте, когда черные не идут на вариант Ботвинника, играет H6, слон H4, ДЦ, я сыграл. Я ушел на H4. С этого начиналась, кстати, история, потому что как бы считал, что слон H4, ДЦ, это просто лишняя пешка. Е4, G5, вот слон G3, B5. И я там вот план был слон Е2, и потом с Е5, H4. То есть, в общем, у меня новая идея совершенно была. Очень была перспективная позиция. Вот. Ну, не нашел усиления. Потом, кстати, Тигран Вартанович, когда анализировали, там он предложил правильное решение. Вот. И сыграл как-то очень сверхоригинально. И, в общем, позиция у меня там, фигура не хватает. В принципе. Ну, у меня есть компенсация, конечно. Видно, что Талет не очень нравится, он предлагает мне ничью. На самом деле, конечно, это не лучшая была идея, потому что надо было играть, конечно, Михаилу Ефимовичу Пайцеву лучше. Но он не любит играть, когда защита была, как бы вот как-то вот. В следующем туре с Белявским, там тоже испанская партия, там теоретическая дуэль. Белявский там делает какой-то ход, который я не ожидал. Там, я там пытаюсь по центру прорваться, и я просто подставляю пешку центральную. Вот. Ну, опять, там компенсация возникает. Белявский начинает нервничать уже там, в общем, так, в диком цейтноте, там, в общем, ничья снова. То есть две ничьи, причем явно игра не складывается. То есть, вот это... Потом, правда, выиграл Кристиансен хорошую партию. Вот. А потом там ничья короткая с Гарсией, которая неожиданно выигрывает. Значит, Гарсия лидирует в турнире. Кубинский шахматист, вот как просто там лидирует. Ну, потом, правда, он, по-моему, проигрывает Белявскому, в общем, как бы, и начинает сдуваться. Вот. А у меня, в общем, никак вот оно не складывается. Вот партия с Гарсией, вот эта партия с 8-й, тут с Андерсоном. Ну, жуткая партия совершенно, в общем. Я что-то пытаюсь как-то... Причем глупость. Зачем? У меня +3. Зачем надо было пытаться перегибать палку? Я пытаюсь сторониской что-то пытаюсь сделать. Ульфа просто явный перевес. Вот, значит. Ну, я как-то там позицию обостряю. Вот, и уже хулиганю, потому что у меня больше времени. Я предлагаю ничью ему. Позиция проиграна объективно у меня. Он смотрит на часы, смотрит туда, на голову, да, и соглашается. И вот после вот такого вот момент, когда я понял, все, слава богу. Теперь как бы я... Уверенность возвращается, потому что меня весь турнир лихорадило просто. Вот это ничья, когда... Причем партия с конкурентом. Если бы я проиграл эту партию, то мог бы, скорее всего, не вышел, потому что не сумел бы восстановиться. А дальше у меня +3 перед последними 4 турами, но там такой финиш, как бы, в котором я уже достаточно уверен. То есть я там играю с Родригесом. Правда, играю очень такая длинная, муторная партия. То есть я пытаюсь выиграть технически у него, без всякого риска. Вот. Ну, в итоге выиграл. При доигрывании добиваю его. Легко выиграл в Андервилле. Легко, там просто черными. Там, 25 ходов. Да. И еще под горячую руку Георгиеву там собираю просто. И все. Перед последним туром я уже там обеспечиваю себе первое место, потому что Белявский проваливается. Вдруг что-то происходит, и Белявского начинает просто заносить. То есть он там не выигрывает какие-то партии, а потом еще проигрывает белым в Андервиллю позицию тоже там с лишней ладьей после дебюта вообще. Просто что-то с ним произошло. И перед последним туром у меня там уже +6, у Белявского там с Талем, там Андерсоном по +3, как бы, но они там уже отстали. И я играю с Велимировичем. Вот. У меня большого желания бороться с ним не было, но он там хотел рвать и метать, потому что к этому моменту у меня был там, не сухой счет с югославами, но ни одной партии я не проиграл. И Велимирович очень хотел стать первым югославом, который у меня выиграл. Сыграл с топором Е4, там, я пошел каракан. Ну, в общем, в итоге я партию выиграл.
Вот, в обоюдном цейтноте. И неожиданно +7 набираю. И, в общем, Триумфально выиграли. да, и вообще Белявский там выиграл Георгию в последнем туре. На 1,5 очка впереди. То есть, он даже рейтинг, наверное, прибавил себе. Вот как бы. Вот. И я становлюсь претендентом.